Всем привет! Думаю, это видео пригодится таким же криворуким строителям, как я, которые все делают своими руками, но не всегда это у нас получается. В общем, по причине того, что грунт на моем участке имеет уклоны и впадины, а также во многих местах во время копания траншеи обвалились края траншеи, получились вот такие некрасивые щели между опалубкой и грунтом. Опалубку я выставил по уровню, в этом месте грунт ниже, поэтому надо эти щели как-то закрывать, потому что во время заливки бетон попрет отовсюду. Хотя какие щели? Это не щели, это самые настоящие дыры, в некоторых местах по 15 сантиметров. Землей такую щель не засыпешь, вся земля сразу провалится в траншею. Первое, конечно, что приходит в голову, это закрыть эти места фанеркой, доской или чем-либо еще. Но, во-первых, если доску прибить снаружи опалубки, значит в этом месте фундамент будет иметь утолщение. А если изнутри, то получится наоборот, что я заберу полезную толщину у фундамента, что скажется на его прочности. Во-вторых, попробую между опорными столбиками так ювелирно вырезать доску, чтобы она четко закрыла щели, и еще как-то ее под столбик завести надо. А наращивать щит вниз совсем нереально сложное занятие. И тут мне в голову пришла отличная идея. У меня осталось чуть меньше рулона пленки. Я распилил его пополам и ручным степлером прибиваю пленку прямо к опалубке снаружи. И остаток оставляю просто в виде напуска по земле. И сверху прямо на эту пленку я накидываю побольше земли и утрамбовываю. Саму пленку немного заправляю внутрь щели, чтобы земля в пленке заполнила пустоты, и бетон не растекался в ширину между опалубкой и уровнем грунта. Было опасение, что пленка не выдержит веса земли снаружи и оторвется от скрепок. Но на удивление во всех местах, где я закрывал таким способом щели, она прекрасно выдержала и держалась буквально на 4-5 скрепках, в пролетах между опорами по 80 сантиметров. Пленка, напомню, 80 микрон, двойная. Вот такой простой способ получился. Ну и после заливки уже можно будет посмотреть, насколько этот способ действенный. Хотя что далеко ходить, уже сразу вам покажу. Самому было интересно, насколько поможет этот способ для того, чтобы бетон не вытекал. Но, как оказалось на практике, все давление бетона выдержала внутренняя пленка. Поэтому самое главное это застелить траншею изнутри пленкой, и она выдержит любой вес бетона. Ну и, конечно, чем плотнее пленка при этом, тем лучше. И застилать ее нужно как минимум в 2 слоя. Ну а там уже чисто для своего личного успокоения можете еще сверху закидать снаружи таким способом, как я показал. Спасибо за просмотр, всем хорошей стройки, пока.